Коллеги, рад видеть вас на канале Трудовичков. С вами снова Сергей, специалист по охране труда. Сегодня мы продолжим трудиться на благо безопасности наших сотрудников и обсудим свежие новости по охране труда, естественно. Для вашего удобства напомню, все выпуски собраны в плейлисте «Новости по охране труда». Давайте приступим. Правительство РФ расширяет обязательную процедуру досудебного обжалования в сфере разрешительной деятельности. С 1 сентября 2024 года она станет необходимой при обжаловании решения Минтруда по следующим вопросам: аккредитация организации в области охраны труда, регистрация в реестре компаний, выполняющих СОУТ, и аттестация на право выполнения СОУТ и аннулирование сертификатов экспертов. С 31 декабря 2024 года обязательное досудебное обжалование также будет применяться к действиям Роструда и региональных органов по государственной экспертизе условий труда. Жалобу перед обращением в суд нужно будет подать через портал госуслуги. Это часть программы по совершенствованию разрешительной деятельности, завершение которой планируется к 1 января 2028 года. С 16 июня 2024 года вступил в силу новый СП 50-13330.2024 «Тепловая защита зданий», утвержденный приказом Минстроя России номер 327 от 15 мая 2024 года. Он заменит предыдущую версию СП и направлен на повышение безопасности людей и сохранность материальных ценностей в здании. Это изменение связано с федеральным законом номер 384 ФЗ о безопасности зданий и сооружений и гармонизирует нормы с международными стандартами. СП охватывает проектирование тепловой защиты для новых и реконструируемых зданий площадью более 50 квадратных метров, где требуется поддержание определенного температурного влажностного режима. Исключение составляют культовые здания, здания с периодическим или сезонным отоплением, временные здания, теплицы, парники, холодильники, объекты культурного наследия, инженерные сооружения. Для указанных объектов нормы определяются другими документами, либо по решению собственника с учетом санитарных норм. С 1 сентября 2024 года вступают в силу обновленные правила безопасности опасных производственных объектов с подъемными сооружениями. Согласно письму Ростехнадзора 6 августа 2024 года номер 09/0006/5757. Важное изменение – это расширение перечня подъемных сооружений, не относящихся к ХОПу. Эксплуатация таких ПС должна осуществляться в соответствии с инструкциями, федеральными нормами и правилами, а также отраслевыми стандартами. Ростехнадзор не будет контролировать эти ПС, полная ответственность за их безопасную эксплуатацию ложится на организации, которые их используют. Заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик подчеркнул, что одной из ключевых задач развития лифтового хозяйства России является его интеграция в систему умного дома. Минстрой планирует создать цифровой реестр, который позволит отслеживать состояние лифтов в каждом регионе. Такой реестр будет полезен не только федеральным органам, но и производителям, застройщикам и также потребителям. Михайлик отметил, что на данный момент отсутствует полная информация о состоянии лифтового хозяйства, то есть нет точных данных об изношенности лифтов и их производстве. Цифровой реестр должен решить эти проблемы, предоставив платформу для сбора и анализа данных. Управляющий директор Дома РФ Николай Козак предложил внедрить QR-коды для лифтов, чтобы пользователи могли получать информацию о производителе, дате выпуска и техобслуживания лифта, а также создать новый цифровой двойник лифтов для улучшения контроля и планирования. Это повысит безопасность и прозрачность отрасли, а также облегчит планирование для производителей и государственных органов. В продолжении предыдущей новости правительство РФ утвердило положение о создании государственной единой облачной платформы Гособлако, то есть централизованной системы для размещения и работы информационных систем госорганов и других учреждений. Потребителями услуг станут органы госвласти, государственные учреждения, внебюджетные фонды, социально ориентированные НКО, а поставщиками юрлица, ИП, физические лица, оказывающие облачные услуги. Гособлако будет представлять вычислительные ресурсы системы хранения данных, защиты информации и другие облачные сервисы, а также обеспечивать централизованный мониторинг. Важной особенностью является использование российских программных продуктов и импортозамещаемого оборудования для безопасности данных. Основная цель, собственно, оптимизация затрат, упрощение межведомственного взаимодействия, повышение эффективности оказания госуслуг. Платформа начнет работать с 1 января 2025 года под управлением Минцифры России. Согласно пункту 54 федеральных норм правил безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, автотранспорт для перевозки взрывчатых материалов должен соответствовать законодательству РФ о перевозке опасных грузов и Европейскому соглашению ДОПОК
от 30 сентября 1957 года. При транспортировке опасных веществ на территории опасного производственного объекта рекомендуется использовать руководство по безопасности, утвержденное приказом Ростехнадзора номер 390 от 30 октября 2023 года. Пункт 40 руководства гласит, что грузоотправитель обязан оформить специальное разрешение на движение по дорогам общего пользования и определить маршрут перевозки согласно приказу Минтранс РФ номер 127 от 11 апреля 2022 года. Проект приказа Минэнерго об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха работников в сфере электроэнергетики направлен на регулирование трудовых отношений в процессе круглосуточного обслуживания объектов электроэнергетики. Он также призван обеспечить бесперебойную работу информационно-технологической инфраструктуры отрасли в соответствии с правилами технологического функционирования электроэнергетических систем. Приказ предусматривает изменения в правила эксплуатации электрических станций, утвержденных ранее, с уточнением понятий дежурства на дому и дежурства на объекте. Новые особенности режима рабочего времени распространяются на работников организаций, обслуживающих объекты электроэнергетики, включая тех, кто работает на комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, тех, кто обслуживает установки потребителей, являющихся частью единой энергетической системы России. Согласно пояснительной записке, собственно, нормативное регулирование на отраслевом уровне позволит установить единые подходы к учету рабочего времени на дежурствах, определить гарантии компенсации для работников, привлеченных к дежурствам, и признать расходы на оплату дежурств обоснованными для формирования тарифов. Приказ вступит в силу через 3 месяца после его официальной публикации. Что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. А чтобы я узнал, было интересно и полезно или нет, прошу оставлять обратную связь в комментариях, ставьте лайки, дизлайки обязательно, делитесь нашими видео где только можете, я буду благодарен. Так сказать, примите непосредственно участие в развитии нашего канала, ведь вместе мы сделаем мир безопаснее.